Добрый день, мои хорошие! Хочу сегодня предложить вам связать вот такую прелесть, связанную японским узором по книге Хитоми Шида. Узорчик. Я так понимаю, что это похоже на фабричное вязание, но, возможно, я ошибаюсь. Очень хорошо, качественно связано из тоненьких ниточек. Старалась вам подобрать максимально приближенный вариант пряжи. Знаете, видите, он с каким-то таким шелковым блеском. И, в общем-то, ниточка тоненькая, какого-то такого бежево-оранжевого цвета. То есть не совсем бежевого, насколько я понимаю. Так, и, в общем-то, узорчик я осилила, схема у меня есть, все вы это сейчас увидите. Описание составила просто по картинке, то есть вот никаких намеков на то, как вязать, в общем-то, не было. Подобрала выкройку у меня для 46 размера, но, мои хорошие, вы, конечно же, знаете, что я в своих мастер-классах всегда стараюсь сделать описание для других размеров, хотя бы просто даже устно рассказать, как бы я сделала описание для большего или меньшего размера. Так вот, в этом мастер-классе я то же самое буду делать, то есть я вам расскажу, как данный узор связать на больший размер. Ну, давайте теперь все по порядочку. Я не буду расхваливать этот узор и вообще не буду расхваливать эту модельку, поскольку тут все так наглядно и очевидно. Это просто красота. И когда я его увидела, честно вам скажу, из множества просмотренных других моделей, сразу бросила взгляд на данную модельку и сказала: ну, это просто красота и великолепие. Потому что, ну, действительно, я не знаю, может быть, это только мне присуще, как вязальщице. Скорее всего, есть, наверное, такие же, как я. Если я вижу что-то красивое, у меня начинают чесаться руки, и сразу такой восторг в глазах, что я очень остро реагирую на все красивое и прекрасное. Особенно связанное спицами, крючком. Так, ну, в общем-то, давайте немножко отступлений веселых и лирических. А теперь давайте более детально посмотрим пряжу, а затем выкройку, описание я буду рассказывать, как вязать узор. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания данного джемпера я подобрала оптимально возможный вариант. Вот такую пряжу с шелком. Это Yarn Art Silk Royal. Туецкая пряжа в 50 грамм на 140 метров, 35% искусственного шелка и 65% шерсти мериноса. Так, и в общем, цвет у меня получился, сейчас скажу, 441. Вот видите, Турция, вот такие рекомендации тут даются по стирке, по спицам. У меня спицы 3,5, видите, да? И вот такой у меня получился узор. Здесь недовязанный второй раппорт. Я постаралась симметрично вот так сделать. То есть, условно говоря, этот узорчик можно поделить на две части. Первая часть у нас состоит вот так из шишечек. Вот такие вот, видите, вот она в начале, в конце идет. Вот. И вот эта часть с скрещенными петельками, с лицевыми, это вторая, получается, часть узора. А в целом, вот раппорт я вам показываю, да,
То есть первая часть с шишечками, вторая часть с вот этими длинными такими полосами в виде скрещенных лицевых. И, в общем, вторая часть, конечно, вяжется вообще очень легко. А вот с первой, конечно, пришлось немного приноравливаться. Но я вам хочу сказать, девочки, смотрите, первый вот этот раппорт я вязала, действительно испытывала затруднения. Ну, не то, что там затруднения прям, но как бы пришлось напрягаться, да, постоянно обращаться к схеме. А вот вторую часть, вот эту вот, которая шишечками, я уже вязала более проще. Мне уже как бы, ну не то, что автоматизм уже присутствовал, но я чувствовала себя более уверенно, и уже мне не было таких напряжений при вязании этого узора. Поэтому, если вам поначалу покажется, что узор сложный, ну, как бы послушайте моего совета, не бросайте это начинание, идите вперед, и у вас обязательно получится, потому что узор, ну реально, девочки, очень красивый и очень эффектный. Мне он очень понравился. Поначалу-то я даже вообще хотела бросить, не вязать. А потом думаю, да нет, все-таки я свяжу. Уж очень он красивый. И, как говорится, мое терпение было вознаграждено. Мне все понравилось. Не бросайте, девочки. Конечно, я не рекомендую его вязать совсем новичкам, этот узорчик. Для мастериц уже более-менее умеющими обращаться со спицами. Еще по поводу того, что я быстро вяжу, когда объясняю. Ну, во-первых, можно действительно сделать замедленный просмотр, да, там замедляется кадры, есть такая возможность у YouTube. Вот. Ну, а во-вторых, если делать очень для начинающих, как бы вывязывать медленно, показывать, ну, как бы мое видео, мастер-класс не рассчитан на обучение вязанию, да, как бы это я показываю как бы свое мастерство, да, поэтому, мои хорошие, ну, присноравливайтесь как-нибудь. Но не могу я сделать совсем прям вот так вот медленно, как в замедленной съемке вязать. Иначе это видео будет длиться 2-3 часа. Оно и так у меня больше часа занимает, и это уже много для мастер-класса все-таки. Так, это так. Теперь про пряжу, девочки. Я вам так и не рассказала, какая же это все-таки замечательная пряжа. Пряжа действительно замечательная. Она немного пушится. Вот сейчас у нас солнышко мало, а так вот видно, что пушочек такой, да, и она отдает таким приятным блеском за счет искусственного шелка в ее составе. И то, что сказать, что она мягкая, это ничего не сказать, потому что она действительно мягкая. Это очень мягкая пряжа, очень приятная к телу, ее можно носить прям-таки на тело, да, то есть не поддевая ничего. Никакой колкости вы в ней не чувствуете, никакой жесткости. Абсолютно комфортная, дышащая вещь, которая будет вас долго-долго радовать. Я уверена в этом. Пряжу вот такого вот нежного какого-то оранжевого цвета, я даже не знаю, бежево-оранжевого, что ли, какого-то такого оттенка. Старалась найти такой же оттенок, как на модельке. Вот. И, в общем, надеюсь, что попало в тон. Но давайте теперь посмотрим про выкройку. И описание я составила для 44-46 размера, скорее ближе даже к 46 размеру. Но там такая широкая возможность сделать на любой размер. Я вам сейчас все расскажу. Смотрите внимательно продолжение. Итак, мои хорошие, в общем-то, вот такая схемочка. Я ее сделала фотографию из книги. У меня есть книга Хитоми Шида. И, в общем, там вот этот узор представлен. Вот таким образом она мне сфотографировалась. Собственно, что смогла, да. То есть крупнее никак не получается. Там он размыто. Я подрисовала там немножко. Смотрите внимательно, мои хорошие. Здесь, в общем, раппорт узора начинается вот тут, где я показываю, вот здесь, после изнаночных петелек.
и заканчивается вот здесь. Это, собственно, сам ажурный узор. Видите, он разделен у нас вот этими изнаночными петельками. Как бы я их в раппорт не учитываю. Вот тут 19 петель, чисто нашего ажурного мотива. Так, на этом я заострила внимание. Высоту этот узор составляет, по-моему, я вязала 40 рядов. Сейчас скажу. Точно, 40 рядов. 40 рядов. Вместо вот этих шишечек в модели использованы, вы видели, бусинки такие красивые, перламутровые. Вы тоже так же можете сделать, собственно. Это все по желанию. Я буду в своем узоре вязать шишечки крючком. То есть вам еще понадобится и крючок, чтобы вязать эти шишечки. Если кто захочет шишечками сделать, а если кто захочет связать бусинками, то, девочки, там своя особенность. Там, когда начинаете вязать бусинками, сразу нанизывайте их на пряжу, да, и в процессе вязания вплетаете эти бусинки в само полотно. Но можно их, в принципе, потом пришить, да, то есть не критично. Так, и что касается, собственно, схемы, тут уже больше сказать нечего, потому что, когда мы будем вязать, я буду все это проговаривать. Если кому интересны знаки, то вот это условное обозначение, как всегда, накид, белая клеточка – это у нас лицевая, изнаночная – это вот такая горизонтальная линия, это, как всегда, идет у нас вот такой знак. В лицевом ряду это 2 вместе лицевой, в изнаночном ряду 2 вместе изнаночные за задней стенки в моем случае, и наоборот. В лицевом ряду вот эти 2 вместе получается лицевой с наклоном вправо, а в изнаночном ряду это 2 вместе изнаночные за задней стенки. Вот. И вот такой вот знак, этот значок у нас обозначает скрещенная лицевая, а в изнаночном ряду скрещенная изнаночная. Вот такой значок, где вот такая вот фигня, 3 ножки, это 3 вместе лицевой, значит, с наклоном вправо, это 3 вместе лицевой с наклоном влево, соответственно, и в изнаночных рядах это тоже... Ой, там, по-моему, изнаночных не будет рядов, насколько я помню, везде в лицевых. Девочки, я вам предлагаю более легкий путь вязания. Это связать на круговых спицах, да, то есть у вас везде будут лицевые петельки, собственно. Ну, в том плане, что лицевые ряды будут везде, и это будет вам легко по этой схеме вязать. Вот. И на модели тоже я вам сейчас покажу, смотрите, на модельке тоже шва нет. Я это обратила внимание, мне так это понравилось, в принципе. Смотрите, видите, шва-то нет по боку, видите? Единым полотном вяжется до линии проймы, а затем после линии проймы мы разделяем полотном на спинку и полочки, собственно говоря, вот таким полочки и перед, да. Смотрите, спинка у девушки связана изнаночной гладью, и рисунок у нас идет только по переду и по рукавам, да, по рукавчикам. 2 раппорта по рукаву я тоже сделала в своем описании, и 4 раппорта по переду у нас умещается. Вот, видите как? Я для большего размера, ну, как бы порекомендовала разделить отдельно спинку, вязать и перед. Так проще, да? Но с другой стороны узор вязать сложнее. Тут вот у нас по схеме все так классно видно, да, когда мы вяжем. Так, и составила я, в общем-то, описание. Назвала его, видите, шикарный джемпер ажурным японским узором от Хитоми Шида. Так, размерчик 46 у нас. Здесь идет метраж, расход у нас 350-400 грамм будет при такой ниточке, по моим расчетам, да. Ну, берите 400 все-таки, наверное, грамм. Спицы 3,5, круговые 3,5. Но это я пишу вот... Конечно, здесь, наверное, не надо писать. Все-таки у нас круговой
вязания. Ну ладно, вы же потом будете разделять спинку и перед, поэтому все равно пусть кто-то захочет вязать на прямых спицах. Так, выкройка. Смотрите, вот такая выкройка, надо уменьшить, а то не умещается. Так, вот такая у нас опять не умещается. Вот так умещается, да? Вот такая выкройка получается, смотрите. Девочки, делайте скрин, кому нужно. Постараюсь в Одноклассники в свой профиль выложить схему и выкройку. И ссылочку оставлю под видео. А то некоторые женщины не знают, как сделать скрин экрана. Надо для всех. Так, описание вязания, смотрите, тоже будет под видео размещено. Так что не волнуйтесь, у вас все будет под рукой. Я тут попетельно постаралась сделать. Вот высота резинки – это ваша индивидуальная, как говорится, привилегия, да? Хотите широкую сделайте, высокую, хотите 3 сантиметра достаточно, не знаю. Так, продолжить работу, как я уже сказала, единым полотном вяжем, начинаем, да, и здесь я в конце видео рассказываю, почему именно так у нас идет вязание, да. Ставите маркер, разделяете спинку от переда сразу же, да, и у вас идет узор. Первая изнаночная, 4 раппорта узора. Здесь раппорт будет использоваться именно такой, вот как здесь я в скобочках написала. То есть это 3 изнаночные и 19 петель ажурной вязки, да. Вот. И затем идет изнаночные петельки. Здесь также выделяете, если хотите маркер поставить, отделить спинку от переда, то здесь связали 19 петель ажурной вязки и делаете, собственно, получается 4 изнаночные. Ставите маркер и дальше начинается спинка. Так. Ну, это понятно почему, да? Потому что у нас 3 петли изнаночные идут для симметрии, я это в конце видео рассказываю. А у нас тут получается 4 петли будут идти для симметрии, потому что еще одна в начале изнаночная идет. Так, и, в общем-то, детально я здесь не буду зачитывать, это все будет у вас под видео, сами все прочитаете. Но рукавчики тоже рекомендую, сколько набрать петель. Так, скос сами посчитайте с обеих сторон, по 10 петель будете прибавлять. Посчитайте, девочки, самостоятельно, там несложно. То есть берете высоту, на которой будет у вас идти ваш узор, то есть планку не считаете, да, и вот эту вот высоту вы поделите на те петли, вот 10 петель, да, и посмотрите, через сколько у вас сантиметров, получается, нужно убавлять по одной петле симметрично, одновременно, с двух сторон. Вот так это делается. Так, ну и потом сборочка у нас, плечевые швы. И, как всегда, мы вяжем горловину, петельки поднимаем по краю горловины. И вяжем резиночкой 1 на 1 планку. Так, высота планки тоже ваше индивидуальное личное предпочтение. Я рекомендую 3 сантиметра. Ну и, как всегда, выполняйте боковые швы, швы рукавов, сшивайте рукавчики. Вот и все. Такая вот простая арифметика. И еще по поводу для большего размера я уже говорила, да, девочкам, ну, выкроечки по аналогии свои размеры поставите. И если хотите, конечно, тоже вяжите единым полотном, только у вас там будет немножко другой расклад по петлям, но я думаю, вы справитесь, потому что я, в принципе, объясняю, как на больший размер, все в конце видео, после того, как мы свяжем узор. И определим плотность нашего вязания, все в конце видео я рассказываю. Как это сделать, как узорчик вписать в нужное количество петель и так далее. Обязательно не пропустите, посмотрите, не поленитесь.
Ну а сейчас давайте вязать наш узор. И не опускайте руки, если что-то будет не получаться, потому что узор достоин уважения, он очень красивый, если не сказать прекрасный.